Всем привет! В данном ролике посмотрим онлайн-битву из Hotseat компании по моду огнем и мечом, сделанной на базе Medieval 2 Total War. Дело в том, что в компании идет война между поляками с одной стороны, Швецией и русичами с другой. Поляки решили воспользоваться тем, что враги собрали большое количество артиллерии в одном месте и контратаковали. Притом поляки находятся в меньшинстве. Компьютер показывает соотношение сил 7 к 8. 4376 поляков против 4431 союзника. Атакованная вражеская армия. Это подкрепление противника, шведы. Ну и, собственно, силы поляков. Так как армии оказались довольно-таки масштабными, было решено эти отряды сплюсовать вместе и количество солдат поделить надвое. Загружаем реплей. В битве участвуют 4 человек. Двое играют за поляков, а двое за их противников. Ну, например, мне доверили армию московского российского государства. Вот она находится возле какой-то там не то деревни, не то выселок с мельницами ветряными. На всякий случай напомню. Противник атакует, я в обороне. То есть российская армия в обороне. Наши союзники за нашим правым флангом должны появиться. Но противник, соответственно, вот глядя на миникарту, пойдет с фронта и также с левого фланга. Задача у меня довольно-таки простая: стоять в обороне и ждать подхода подкрепления. Как можно заметить, я построился как можно ближе к самим, собственно, подкреплениям, к тому месту, откуда они появятся. Вот шведы, которыми командует игрок Хамакс 93. Надо сказать, что в этой Hotseat компании я играю за Данию. Дания, она, в общем, далеко от всех этих историй. Сидите там на краю географии, ни во что влезать не хочет. Но пришлось поучаствовать в этой битве. Просто другие игроки не смогли прийти. Так выставлены российские армии, выстроены армии противников. Ну сейчас пару слов, наверное, расскажу о том, кто у меня в подчинении имеется. Стрельцы. Опять стрельцы. Что тут поджигает, уже запал, что ли? Городовые казаки, тоже стрелковые ребята с мушкетами. Как они там, фузеи называются. Опять еще 2 отряда стрельцов. Городовые казаки перезаряжают. Есть пешее ополчение, это ребята с копьями. 1 отряд. Есть фундаширы, шотландские наемники. Храбрые ребята и не боятся ничего отморозить. В юбочках стоят на снегу. Ладно, хоть не босиком. Ну, естественно, есть поместная конница. Тяжелая конница. Я смотрю, у них даже луки приторочены к седлам. Так, и боевые холопы. Более легкая конница, конные стрелки. Со всеми этими ребятами я познакомился буквально перед началом боя. Пока расставлялся. Так, что тут делают мои союзники? Не совсем недалеко. Кто у них, кстати, тут имеется? Охрана полководца. Капеллитас. Легкие всадники шведского королевства. Куча артиллерии. Собственно, почему поляки решили атаковать? Они хотели уничтожить артиллерию, чтобы дальше войну более-менее успешно вести против нас. Против, вернее, них. Так, мушкетеры. Пикинеры. Ну, все как положено для эпохи пики и выстрела. Рейтары. Конные аркебузиры. Так, ну на этом все.
Битва не такая уж и длительная. По счетчику 8161. Почему-то бой происходит ночью. Все пекинчики у нас переминаются с ноги на ноги вместо того, чтобы бить по врагу. А против моего левого фланга выдвигается корона польская под командованием Гинея. С фронта атакуют крылатые гусары игрока Маста. Он известен на форуме Империал. Так, ну здесь я просто встречаю огнем, оружейным огнем, ну и также луками, стрелами. Боевые холопы выскочили на перехват панцирным казакам. Панцирные казаки — это кто такие? Тоже с луками, ребята. Интересный момент. Посмотрим, что происходило дальше. А, вот еще шведы, кстати, подходят с другого фланга. Забыл про них упомянуть. Шведская армия была из двух подкреплений состояла. Шотландские рундаширы бросаются на перерез. В крылатый гусар врезаются. Сейчас и пешее ополчение им тоже поможет. И пока здесь тут конная схватка происходит. Шведская конница с правого крыла подошла вовремя, оказывает там помощь. Также левое крыло отвлекает на себя часть короны польской. Ранние крылатые гусары Масты идут в навал на наших стрельцов. Почему стрельцы надеются победить? Не знаю, наверное, у них бонус есть и против конницы. Так, крылатые гусары уже бунтуют. Здесь, кстати, кирасиры шведские, по-моему, были. Так, кирасиры, да, шведские. Рубятся с панцирными казаками. Группировка поляков оказалась зажата между двух огней, так сказать, между шведами и между московитами, которые на холме находятся, и посыпает врагов стрелами и пулями. Что там долбает пушка? Здесь поляки уже перегруппируются, отходят. Совместная атака шведов и враг русичей. обескровлен. Мы истребили половину его армии. Насколько могу понять, тут сразу два полководца противника оказались зажаты. На нашей основной позиции все, в общем-то, без перемен. Подошли пикинеры шведские. Подходят пикинеры немецкого строя польские. Крылатые гусары что-то там пытаются сделать. Да, совершил еще один налет на наших стрельцов. А, ну понятно, у стрельцов, кроме ружей, имеются еще и те самые, как они правильно называются, не алебарды, а такие копья с лезвиями. Можно назвать алебарды, наверное. Ну, в принципе, все. Вражеская конница — это то, чем славились поляки, она уже развалена в большинстве своем. Какой устойчивый мужик с булавой. Охрана полководца. Один человек остался. Ну, наверное, десятка 2-3 стрел полетело, он до сих пор живой.
Восславим Господа! Вражеский полководец убит! Да, был живой, стал мертвым. Наш пехотный центр уцелел, в том числе, естественно, благодаря поддержке шведов. Пикинеры польские, польско-немецкие разбрелись в кучу какую-то, подошли, получили залп в упор, залпы с тыла, увидели пикинеров, заходящих к ним в тыл вражеских, и запаниковали и побежали. Венгерские бедуки, кстати, тут еще имеются. А вот в полубой я вот этого, кстати, не видел. Внимание было сосредоточено на другом фланге. От меня, в общем-то, мало что требовалось. Я просто должен был стоять и отстреливаться. Шляк, один гайдук упал. Гайдуки попали в окружение, в том числе и моими боевыми холопами. Еще драбанты какие-то. Драбантохи, пардон, с копьями. Кого только нету. Остатки пешие противника бросились в бегство. Говорить о победе еще рано. Но пока наши воины Говорить о победе одерживают... еще рано. Союзников 30 потеряли мы, врагов убито 49. Финские аркабузиры, это наши союзники. Тут голова кругом пойдет от названия юнитов. Я только своих датчан немного знаю. Шведские пикинеры, посполито-рушане, польские с обрезами в руках наездники. Так, еще посполито-рушане. Два отряда у них осталось, да? Вот два. А тут прям все как замечательно. Покрылось поле сотнями погибших лошадей. Пикинеры в доспехах гоняются за конницей рушанской. Наверное, обрезы, какие-то пистоли у них в руках. Ага, один отряд забунтовал, второй пока непоколебим. Боевые холопы выходят на перерез, занимают выгодную позицию наверху относительно этих ушанцев. Ушанцы совершают маневр и въезжают вообще в полное окружение. Потрясены, получают залп от стрельцов и бунтуют. Боевые холопы их сопровождают выстрелами. Так, а где у нас еще тут что? Мушкетеры. Кого стреляют, непонятно. Наверное, у этих же рушан. Бой на большом относительно пространстве. Причем разбился на множество мелких стычек. Так, видимо, те самые рушане вернулись. Весело наскакивают на финских лучников. Ёлк, даже финские лучники есть. Что-то, наверное, какие-то якуты. Испугавшись лучников финских, рушане побежали. Польский атаман со своей булавой геноцидит Хвала Господу! финских Враги лучников. бегут, как трусливые псы! Победа близка! А нет, ему это недолго удалось, он побежал. Провожает выстрелы стрельцов, финских лучников. Так, воюет. Славим Господа! Ну, наконец-то Вражеский попали. Он полководец больно убит. долго тут скакал, метался туда-сюда, обратно, блин. Боевые холопы, боевые холопы.
Ушане бунтуют. Так, вот здесь у нас еще имеется пехота поляков. Враг еще не сдается. Они потеряли уже 60% от личного состава. Так, а у холопов, по-моему, закончились боеприпасы. Там где-то еще постреливают. Неужели с кем-то там еще битва происходит на возвышении этом? Интересно, разделился отряд. Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. Шведы куда-то пуляют, может быть, как раз по этим убегающим горожанам. А как опасно охрана полководца подъехала. Как бы тут кого-нибудь ядром случайно не снесло. Так, ну и в этот момент противник признал поражение. Он отвел войска поближе к границам. Эта победа Карты. прославит доблестных и отважных воинов Господа. И нажали кнопочку соответствующую. Ну, как тебе не повезло, братан. Под колесами лег пушки. Ага, я играл, значит, за Федора Шереметьева. Союзник был сам король Густав Адольф. Почему-то поляки не отразились. Видимо, там какие-то скриптовые войска. Я не слишком силен ни в мире, ни в этом конкретном моде. Так что толком ничего рассказать по этому моменту не скажу. Не смогу. Так, и как нам удалось победить? Ну, скорее всего, вернее, как можно понять, победить удалось только потому, что король Густав Адольф под управлением Кхамакса грамотно и активно действовал. Поляки были зажаты с двух сторон и побиты. Так, сколько потерь нанесли русские? Врагов где-то 410, так, шведы 428, чуть-чуть побольше. И в плен взяли тоже побольше, чем русские. Так, ну а поляки настреляли у нас 340, 223 союзничков. Так, кто себя показал как? Так, потерь нанесено охраны полководца. 51 поместная конница. Больше всего. Пешее ополчение одного завалило. Это те самые ребята с копьями. Где рундаширы. Вот они. Тоже одного врага сняли с лошади. Но они просто выполняли собой роль, так сказать, заборов, чтобы конница поляков слишком не резвилась среди наших бойцов. Итак, Дербт, 1621 год. Битва завершена победой русско-шведских войск. Поляки разгромлены. Ссылка на сам Фудсит будет дана в описании. Фудсит базируется на форуме Империал. Интересная музыка, нравится мне. Спасибо за внимание, всем пока.